Трампу мало торговых войн. Новая с Канадой введены драконовские тарифы. Трамп уверен, что демократы хотят объявить ему импичмент. И искренне удивляется, почему. Иран заявил, что выигрывает войну за влияние на Ближнем Востоке. Wildberries – все. Настала очередь Озона. Сегодня был первый удар. Германия и союзники ищут ракеты для Patriot для Украины по всему миру. Польский премьер считает, что Германия не имеет права судить подозреваемых в подрыве северных потоков. Их и так нужно было уничтожить. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Канада не смогли договориться о новых условиях торговли. В последний момент переговоры сорвались, и Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Новые тарифы начали действовать после полуночи 22 августа. Под них попали около 500 категорий товаров. Алкоголь, молочная продукция, древесина, цемент, некоторые автомобили и автокомпоненты. Энергоносители, критически важные минералы и рыба пока от новых пошлин освобождены. Переговоры в Вашингтоне продолжались 3 дня. Еще вечером 21 августа канадская сторона говорила, что продолжит работу до последней минуты и рассчитывает успеть договориться. Нам еще предстоит проделать работу. Мы будем работать до последней минуты. Наша работа еще не закончена. Канадские работники и канадский бизнес ожидают от нас, что мы проделаем всю эту важную работу. Но договориться так и не удалось. Главный спор касался условий доступа американских товаров на канадский рынок и размера ответных американских пошлин. Вашингтон требовал убрать ограничения для американской молочной продукции и других товаров, а также отказаться от части канадских ответных мер. Взамен США были готовы снизить тарифы на ряд канадских товаров. В частности, на автомобили, сталь, алюминий и древесину. В последний момент стороны так и не согласовали окончательный пакет условий. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Вашингтон изменил условия сделки. Причем Канада сочла эти изменения несправедливыми и экономически невыгодными. Он распорядился приостановить переговоры и вернуть канадских представителей в Оттаву. В последние недели мы добились значительного прогресса в улучшении позиций Канады и стремлении заключить с США лучшую в мире сделку. Однако этого прогресса оказалось недостаточно для достижения наших целей в интересах канадцев. Поэтому сегодня вечером я решил приостановить торговые переговоры с США и поручил канадским переговорщикам вернуться в Оттаву. Они добросовестно и упорно отстаивали интересы канадцев на протяжении всех переговоров, вплоть до самой последней минуты. Однако внесенные США в последний момент изменения в предлагаемые условия были несправедливыми, экономически невыгодными и поставили под сомнение надежность любого возможного соглашения. Сегодня в полночь США намерены ввести 50% пошлину примерно на 28 миллиардов долларов канадских товаров. Канада ответит симметрично, введя пошлины в том же размере, чтобы защитить наших работников и предприятия. В ближайшие дни правительство представит дополнительные меры поддержки канадских работников и предприятий, дополнив почти 25 миллиардов долларов помощи, предоставленной за последние 18 месяцев. Канада ответит на американские тарифы пошлинами в том же размере – доллар за доллар. Оттава также готовит дополнительные меры поддержки компаний и работников. За последние 1,5 года на такие программы уже направили почти 25 миллиардов долларов. При этом еще в начале недели Дональд Трамп говорил, что стороны близки к соглашению. Обсуждалось снижение американских пошлин на канадские автомобили с 25 до 15%, а на сталь и алюминий с 50 до 25%. Вашингтон также добивался более широкого доступа американских товаров на канадский рынок, в частности, молочной продукции. В Вашингтоне считают, что сделку сорвала сама Канада. Торговый представитель США Джеймсон Грир заявил, что Оттава в последний момент выдвинула новые требования и отказалась от части ранее согласованных обязательств. По его словам, американское предложение предусматривало значительное снижение тарифов и новое экономическое и торговое партнерство. Сегодня вечером Канада отказалась завершить торговую сделку на условиях, согласованных ранее на этой неделе. Несмотря на предложение США предоставить Канаде наиболее выгодные условия среди всех крупных экспортеров на американский рынок, новые требования и отказ Канады от ряда ранее взятых на себя обязательств нарушили тщательно выверенный баланс, достигнутый за последние несколько дней. Кроме того, Канада продолжает сохранять свои затяжные ответные меры против США, включая, среди прочего, прямые запреты на некоторые американские товары и услуги. На этой неделе США согласились предоставить Канаде еще более выгодные условия, предложив существенное снижение пошлин на сталь, алюминий, автомобили и древесину. Сделка позволила бы координировать цепочки поставок в аэрокосмической отрасли, предпринимать согласованные меры для борьбы с недобросовестной торговой практикой, сотрудничать в сфере критически важных минералов, усилить контроль за импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда, а также
объявить о начале официальных переговоров по соглашению между США, Мексикой и Канадой. Это упущенная возможность для Канады стать партнером США, самой быстрорастущей экономики среди стран Группы Семи. В предложении США также были сотрудничество в сфере критически важных минералов, контроль за перемещением товаров через третьи страны, борьба с импортом продукции, произведенной с использованием принудительного труда, и подготовка новых переговоров по соглашению между США, Канадой и Мексикой. На срыв переговоров уже отреагировали канадские провинции. Премьер Онтарио Даг Форд поддержал жесткий ответ Оттавы и заявил: «Пошлина за пошлину, доллар за доллар». Глава Британской Колумбии Дэвид Эбби также призвал Канаду держаться единым фронтом. А премьер Альберта Даниэль Смит заняла более осторожную позицию, назвала ситуацию разочаровывающей и призвала как можно скорее возобновить переговоры. Команда Канады должна быть как никогда едина и сплочена. Премьер-министр пользуется моей полной поддержкой в принятии жестких ответных мер. Пошлина на пошлину, доллар за доллар. Пока мы защищаем суверенитет и экономическую безопасность Канады, на столе должны оставаться все варианты. Онтарио готова внести свой вклад. Я глубоко разочарована тем, что Канаде и США не удалось достичь торгового соглашения. Альберта всегда выступала за отношения без пошлин и продолжит это делать. От торговой войны никто не выигрывает. Пошлины и ответные пошлины наносят ущерб предприятиям, работникам и семьям по обе стороны границы, одновременно ослабляя одни из важнейших экономических и политических отношений в мире. Новые пошлины затрагивают около 5% канадского экспорта в США, но добавляются к уже действующим американским тарифам на сталь, алюминий, древесину и автомобили. Теперь торговый конфликт рискует затянуться и осложнить переговоры о будущем соглашении между США, Канадой и Мексикой. Дональд Трамп заявил, что не поручал министру финансов Скотту Бессенту вмешиваться в ситуацию на рынке американского госдолга. По словам президента, Бессент сам решил поддержать рынок и действовал по собственной инициативе. 19 августа Минфин США неожиданно объявил о крупной покупке американских гособлигаций. Ведомство собиралось выкупить их вдвое больше, чем предполагалось ранее. На следующий день Бессент заявил, что объем таких покупок может быть увеличен еще сильнее. Такие меры нужны, когда спрос на американский госдолг снижается и государству становится дороже занимать деньги. Сейчас инвесторов беспокоит огромный госдолг США и высокая инфляция. После заявления Бессента доходность долгосрочных облигаций снизилась, но к пятнице почти вернулась к прежнему уровню. Вы поручали министру финансов Бессенту вмешаться в работу рынка облигаций? Нет, вовсе нет. Нет, он очень способный человек. Он сам хотел это сделать. Он очень хорошо в этом разбирается. У него хорошее чутье, очень хорошее природное чутье на облигации и процентные ставки. Он это сделал, да. Доходность облигаций с тех пор снова выросла. Вы обсуждали с ним другие варианты вмешательства. Это то, чем он будет заниматься. У нас есть много способов вмешательства. Это один из них. Крайняя мера — наши вооруженные силы. И если нам придется их использовать, мы это сделаем. Дональд Трамп заявил, что считает Ормузский пролив американской территорией и что Иран очень хочет заключить с Вашингтоном сделку. Об этом президент США сказал на предвыборном митинге в Южной Каролине в поддержку Дарлин Грэм, которая борется за место своего покойного брата в Сенате. Мы нанесли по ним удар и остановили их. У них никогда не будет ядерного оружия. Они так сильно хотят заключить сделку, что мы даже не знаем, победили ли мы. Потому что сейчас, я считаю, Ормузский пролив территории США. Это американская территория. Митинг Трампа несколько раз прерывали протестующие. Одного из участников акции охрана вывела после того, как он начал выкрикивать лозунги против президента. При этом большую часть выступления Трамп посвятил выборам и призвал голосовать за Дарлин Грэм. Она должна побороться с конгрессменом Ральфом Норманом во втором туре республиканских праймериз 25 августа. И я заключу с вами сделку. Если Дарлин победит, я приеду сюда и сыграю матч с лучшим гольфистом в Миртл-Бич. Посмотрим, кто победит. Я сыграю с лучшим гольфистом здесь. Потому что я давно знаю Дарлин. Я попросил ее баллотироваться. Я сказал: «Дарлин, ты должна это сделать, потому что ее все любят, все ее уважают. Я давно знаю ее благодаря Линдси». Думаю, Линдси уважал Дарлин больше, чем кого-либо другого, кого он знает, включая меня. И меня это не радует. Совсем не радует. И мы изберем сенатора Дарлин Грэм, чтобы она боролась и еще раз боролась за Южную Каролину и всегда ставила Америку на первое место. Она знает только один способ — ставить Америку на первое место. Вы будете очень ею гордиться. Проголосуйте за нее. Будете очень гордиться своим выбором.
При вашей поддержке и благодаря Дарлин, которая будет представлять Южную Каролину в Сенате, мы сделаем все, чтобы она туда попала. Мы продолжим делать Америку безопаснее, сильнее и богаче, чем когда-либо. Мы сделаем Америку величественнее, чем когда-либо. И мы вывели ее на уровень, которого она еще никогда не достигала. Дарлин Грэм получила поддержку Трампа вскоре после смерти своего брата в июле. Губернатор Южной Каролины временно назначил ее сенатором, а теперь она пытается сохранить это место на выборах. Кампания для Грэм складывается непросто. На дебатах она не смогла уверенно ответить на вопрос о союзнических отношениях США с Тайванем. Ее соперник Ральф Норман также позиционирует себя как сторонник Трампа. Я горда быть рядом с вами, усердно работать ради этой страны и каждый день работать ради этого великого штата Южная Каролина. На митинге Трамп также неожиданно пригласил к микрофону пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая недавно стала матерью и вскоре покинет свой пост. Ее зовут Кэролайн, и она наш пресс-секретарь. И у нее только что родился ребенок. И я только что узнал, что она любит ребенка больше, чем Дональда Трампа. И я очень на нее зол. Где Кэролайн? Я просто хочу сказать, президент Трамп, вы самый значимый и исторически важный президент в истории нашей великой страны. Для меня было величайшей честью в жизни работать вашим пресс-секретарем Белого дома. Действительно, сэр. В финале Трамп призвал сторонников воспринимать предстоящие выборы в Конгресс как голосование за его политику. По его словам, победа демократов приведет к росту налогов, потере рабочих мест и ослаблению контроля над границей. Президент также заявил, что демократы в случае победы попытаются объявить ему импичмент. Они собираются объявить мне импичмент. Сами не знают, за что. Сегодня я видел, как один конгрессмен сказал в эфире: «Мы объявим президенту Трампу импичмент. Мы объявим импичмент». А за что? Наконец-то нейтральный комментатор спросил: «Почему вы собираетесь объявить ему импичмент?» И ему ответили: «Ну, я не знаю». Трамп также пожаловался на запрет баллотироваться на третий срок и заявил, что хотел бы снова участвовать в президентских выборах, если бы американское законодательство позволило изменить это ограничение. А завершил выступление танцами на сцене. США усиливают морскую блокаду Ирана. По данным Центрального командования США, американские военные к 21 августа перенаправили 68 коммерческих судов, вывели из строя 3 и поднялись на борт еще 2. В операции участвуют более 20 американских военных кораблей. Среди них эсминец «Росс», с борта которого опубликованы кадры работы американских военных. В Вашингтоне заявляют, что суда перенаправляют и досматривают для соблюдения условий блокады. При этом Иран сам решает, какие суда пропускать через Ормузский пролив. По данным иранских государственных СМИ, Тегеран разрешил нескольким иракским нефтяным танкерам пройти через пролив после неоднократных просьб Багдада. Об этом, по данным агентства Рейтер, стороны договаривались в том числе во время недавнего визита спикера парламента Ирана Мохаммада Багира Галибафа в Ирак. Ирак не единственная страна, которая добивается таких исключений. Китай, Индия и Пакистан также договаривались с Тегераном о проходе своих судов. При этом Иран ранее заявлял, что не будет пропускать суда, связанные с США или Израилем, без своего разрешения. Несмотря на некоторое увеличение движения, судоходство через Ормузский пролив остается значительно ниже довоенного уровня. Ранее Трамп заявил, что США готовят новые жесткие санкции против Ирана. Министр финансов Скотт Бессент должен раскрыть их детали 24 августа. Тегеран заявляет, что соседние страны начали искать новые правила безопасности и экономического сотрудничества без участия США. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф сообщил, что получил многочисленные сообщения от соседей с предложениями создать новую региональную систему. По его словам, американская политика поставила под угрозу даже безопасность союзников Вашингтона. Мы получили многочисленные сообщения от соседних стран о формировании новых механизмов безопасности и экономического сотрудничества в регионе. США поставили безопасность каждого из своих союзников под такой удар, прибегая к давлению и полностью пренебрегая их интересами ради Израиля, что на короткое время поставило под угрозу само их существование. Именно собственный независимый порядок действительно обеспечит мир и безопасность. Галибаф не уточнил, какие именно страны обращались к Тегерану и о каких конкретно механизмах идет речь. Параллельно Тегеран выступил против новых американских санкций, которые Вашингтон собирается объявить 24 августа. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал возможные ограничения попыткой США распространить свою юрисдикцию на другие страны. По его словам, Вашингтон не имеет права заставлять иностранные банки, компании и аэропорты прекращать законную торговлю с Ираном.
Объявление США о новых экономических санкциях против Ирана – это гораздо больше, чем продолжение незаконной экономической войны против одной страны. Это попытка распространить действия собственного суверенитета за пределы национальной территории на каждое независимое государство, члена ООН. Ни одно государство не может на законных основаниях заставлять иностранные банки, предприятия или аэропорты, каждый из которых находится исключительно под юрисдикцией своего государства, отказываться от законной торговли с третьей страной. Подобные вторичные санкции не имеют оснований в международном праве. Они нарушают принцип суверенного равенства государств, закрепленный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН, а также нарушают общепризнанный запрет на вмешательство. Экономическое давление, направленное на то, чтобы заставить суверенное государство изменить законный политический курс, является прямым международно противоправным деянием. Вашингтон готовит новые санкции против Ирана. США называют их самыми жесткими в истории. Ограничения могут затронуть не только Тегеран, но и компании из других стран, которые продолжают покупать иранскую нефть. В первую очередь речь идет о Китае. На него приходится более 80% морских поставок иранской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент представит детали санкций 24 августа. Вашингтон уже призвал Пекин сотрудничать, однако Китай выступает против санкционного давления и настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта. Министр армии США Дэн Дрискл может уйти в отставку до конца года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, последние месяцы он конфликтует с министром обороны Питом Хексетом. Дрискл стал одним из американских представителей на переговорах по завершению войны России против Украины. В ноябре 2025 года он приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. До этого Дрискл изучал украинский опыт применения беспилотников и выступал за внедрение этих технологий в американской армии. Дональд Трамп даже называл его парнем с дронами. Позже Дрискл представлял Киеву американский мирный план и участвовал в переговорах с представителями Украины, США и России в Женеве и Абу-Даби. При этом Дрискл пришел в Пентагон не из дипломатии. Он служил в армии, был в Ираке, затем окончил Ельскую школу права, где подружился с Джей Ди Венсом. После победы Дональда Трампа Дрискл стал министром армии, самым молодым в истории США на этой должности. В апреле конфликт с Хексетом обострился после увольнения начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа. Дрискл высоко оценивал его работу и выступал в его защиту. Сейчас сухопутные войска США по-прежнему работают без утвержденного Сенатом постоянного начальника штаба. По данным The Wall Street Journal, этим летом Дрискл с семьей переехал из официальной резиденции министра армии в значительно меньшую квартиру на военной базе. Источники издания считают это признаком возможного ухода. В Чапаевске, Самарской области России, после удара беспилотников загорелся крупный логистический комплекс «Озон». Над объектом поднялся густой столб дыма. Работу центра приостановили. Удар произошел в ночь на 22 августа. Губернатор Самарской области подтвердил, что украинские беспилотники атаковали промышленный объект и склад «Озон». Российские власти также сообщили о погибшем в результате ночной атаки. «Озон» — один из крупнейших российских маркетплейсов. Логистический центр в Чапаевске — один из самых больших объектов компании в регионе. После завершения строительства его площадь должна составлять около 135 тысяч квадратных метров, а инвестиции оценивались примерно в 5 миллиардов рублей. Через такие комплексы принимают, хранят, сортируют и отправляют товары покупателям. Сама компания заявила, что после удара работа логистического центра в Самарской области остановлена. Одновременно в регионе загорелся Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Один из крупнейших в России. Его мощность составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год. Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по предприятию, а по данным компании Firepoint для ударов по двум объектам использовались дальнобойные беспилотники FP-1. Германия и другие союзники Украины ищут дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot. Глава МИД Германии Йоган Вадефуль заявил, что переговоры уже продвигаются, а на следующей неделе он обсудит поставки с госсекретарем США Марко Рубио. Вадефуль приехал в Киев 22 августа и встретился с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Стороны обсудили усиление ПВО, подготовку к зиме и совместное производство беспилотников. Германия также объявила о 50 миллионах евро гуманитарной помощи Украине и еще 10 миллионах в фонд комплексного пакета помощи НАТО. Украина рассчитывает получить дополнительные перехватчики ПАК-2 и ПАК-3. По словам Сибиги, для защиты украинского неба зимой необходимо как минимум 300 таких ракет. Киев уже передал партнерам расчеты этой потребности. При этом Сибига подчеркнул, для продвижения к справедливому миру необходимо активное участие США. Нам необходимо более активное участие американской стороны. Мы приветствуем такое участие. Мы приветствуем лидерство, которое демонстрирует американская сторона. В конце концов, без американцев, без США добиться прогресса и справедливого мира в этой ситуации нереалистично.
У Украины есть идеи, в том числе и креативные, чтобы максимально использовать этот процесс. Мы ожидаем приезда американской переговорной команды. Мы с Йоганом также обсудили роль Европы в этих мирных усилиях. И новый, активный политический и дипломатический сезон должен быть сосредоточен прежде всего на том, как мы можем завершить эту войну. Есть одно и практически единственное препятствие для этого — Владимир Путин. На поле боя нет никаких признаков того, что российская сторона готова к серьезному переговорному процессу. Напротив, она усилила свой террор. Германия занимает первое место по объему помощи. Мы это ценим. Вполне справедливо, что страна, которая занимает первое место по объему помощи, также была лидером нашего сотрудничества в сфере безопасности, обороны и будущего восстановления. И все это будет масштабироваться. Конкретные проекты в оборонной промышленности. Я очень рад, что коалиция по противоракетной обороне демонстрирует хороший прогресс, а Германия играет в этом активную роль. И трудно представить, чтобы все это стало реальностью без немецких компаний. Владимир Путин призвал к единству российского общества на фоне продолжающейся войны против Украины. Выступая перед делегатами «Единой России», он назвал предстоящие выборы в Госдуму проверкой устойчивости российской политической системы и ее способности противостоять внешнему давлению. Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии, станут выражением общей воли миллионов людей, их стремления обеспечить суверенитет и безопасность России. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна привлекать к ответственности подозреваемых в подрыве северных потоков. Речь идет о 2 подводных газопроводах, по которым российский газ поставлялся в Германию. «Северный поток-2» был достроен в 2021 году, но так и не заработал. В сентябре 2022 года взрывы повредили несколько ниток обоих газопроводов в Балтийском море. Заявление Туска прозвучало после задержания в Хорватии подозреваемого украинца. Германия подозревает его в причастности к диверсии и добивается его выдачи. Туск напомнил, что Польша много лет выступала против строительства «Северного потока-2», предупреждая об усилении зависимости Европы от российского газа. По его словам, Германия тогда придерживалась другой позиции и изменила ее слишком поздно. Мы делали все, чтобы Европа была как можно более независимой от поставок российского газа. Германия тогда придерживалась другого мнения, изменила его слишком поздно. Но совершенно точно, Германия не должна преследовать тех, кто в ситуации, когда на их страну напали, а Россия оказалась агрессором, предпринимает те или иные действия. Я здесь своего мнения не изменю и считаю, что стыдиться должны не те, кто вывел из строя «Северный поток-2», а те, кто его строил.